Добрый день, дорогие пекари! Сегодня поговорим о том, почему затекает надрез на хлебе после того, как вы его делаете перед посадкой на выпечку, и как этого избежать. Я сейчас выложу этот небольшой хлеб, чтобы вам все подробно объяснить. Смотрите, во-первых, надрез всегда удобно делать по холодной заготовке. Если вы делали холодную расстойку, никаких сложностей, никакого труда не составит сделать надрез на холодной заготовке. Во-вторых, не допускайте перебраживания. Сейчас зимой, осенью, зимой с этим проще. Летом при температурах в кухне 26 градусов и выше тесто перебраживает очень быстро. Не допускайте перебраживания. Опять же, используйте холодную расстойку. Следующее. Если вы использовали теплую расстойку, то ничего не мешает в конце расстойки охладить вашу заготовку. Как это можно сделать? Двумя способами. Если вы вспомнили об этом заранее, то поставьте примерно на 30-40 минут, лучше на час, в холодильник вашу заготовку. Она остынет, и вам проще будет сделать надрез. И другой вариант, если вы вспомнили в последний момент, уже прямо перед посадкой в духовку, вы можете отправить в морозилку вашу заготовку минут на 5-10. Лучше на 10. С ней ничего страшного не случится, у нее корочка как раз подостынет и проще будет резать. И еще одна причина, почему заплывает надрез, почему резать тяжело, это когда у вас очень жидкое тесто. По очень жидкому тесту не делайте надрезы. Вспомните чибату, там мы не делаем никаких надрезов, она выпекается так, как она есть, без каких-либо разрезов. Итак, подытожим. Причины того, что заплывает надрез перед посадкой в духовку: первое – это переброд. Второе – это слишком теплая заготовка, значит, мы ее охлаждаем. Третье – это заготовка слишком влажная. Вот, собственно, все три причины. Все остальное – дело техники. И вот сейчас по холодной заготовке я делаю надрез. Как раз у меня остужалась заготовка в холодильнике. Если вдруг с первого раза где-то не очень аккуратно сделали, можно поправить. Вот здесь подрезать или в середине, посмотрите. И все, отправляем выпекаться. Ну и вот что в итоге у меня получилось. Видите, какое раскрытие. Гребешок красивый. Это хлеб цельнозерновой, поэтому немножко рваненький такой гребешок. Такое часто бывает на цельнозерновом. И плюс я допустила небольшой недоброд. Вы, наверное, видели по состоянию заготовки. Она не очень была высокая, но она была холодная. И в результате, смотрите, какой высокий, хоть и маленький, красивый, с очень широким раскрытием и с гребешком. И красивые такие блистеры на поверхности. То есть хлеб получился качественный. Я надеюсь, мои советы вам пригодятся. Пользуйтесь ими, достигайте замечательных результатов, пеките самые вкусные и красивые хлеба. А мы с вами продолжим печь. Подписывайтесь на все мои ресурсы, не забывайте, и испечем еще много всего интересного.